В данной лекции по моей системе спасения и гармоничного развития я показываю уровень построения законов реальности с точки зрения их системных связей. То есть вы должны рассматривать любой процесс как процесс, который существует на уровне уже абсолютно во многом статичных законов. И когда вы этот процесс делаете, вы должны, как, например, в дальнем горизонте, близко или там не очень, рассматривать, на основе какой несущей базы, вы делаете что-либо. Следовательно, рассмотрев такую практику, что когда вы, например, практикуете совместно, предположим, в группе или там, когда каждый практикует самостоятельно, вы можете рассмотреть ситуацию такого типа, что конкретная практика проводится по определенному системному уровню. То есть прошла какая-то практика, и она на самом деле такая, что именно показала системность и однозначность данного действия. Почему я именно эту тему в данном случае здесь специально поясняю или ее даже выявляю. Все в мире проходит вроде бы по одному разу с точки зрения всеобщих связей. Но ваша задача выявить ситуацию с точки зрения будущего развития, где все должно проходить по одному разу, с точки зрения несущего закона, причем динамичного закона. Закон, который меняется динамично. И при этом системность здесь ясна. То есть, если рассмотреть задачу создателя, все события, которые в мире, или просто вы едете там где-то на машине, и создатель создает все перед вами, все вокруг вас, как он это делает? Так как все события, в принципе, с точки зрения будущего развития, должны быть в каждый момент единичны. А при этом, при всем, существует база, системная база. Задача данной лекции, что когда вы работали, вы всегда на внутреннем духовном уровне, лучше даже на уровне души, постоянно были подключены и фактически подключены, или там управляли даже уровнем, который является законодательным для данного действия. Например, вы провели практику по тому, что вы рассмотрели какие-то проблемы вокруг тех людей, которые вас окружают, выявили и помогли этим людям, и при этом, например, шла сначала позиция тактики, потом, так сказать, ближайших действий, потом отдаленных элементов, потом уже стратегии, то есть помощь в уровне достаточно отдаленном. Если рассмотреть эти композиции, еще был уровень, когда известна ситуация многим, то получится достаточно замкнутая сфера событий, куда входят тактические действия, то есть ближайшие действия, которые не включены в анализ, внешние ситуации. Обратите внимание, сначала ближайшие, потом внешние, потом, те, которые известны, а потом уже стратегические, потому что стратегия строится на известных композициях, как правило. И таким образом вы, показав один раз практику, сразу сделали это на определенном уровне закона, на уровне несущих законов построения событийной системы. Тогда получается, с точки зрения замкнутости этой системы, как происходит вообще построение мира. Когда создатель, например, дает какой-то единичный импульс, и какая-то замкнутая система, например, общество, растения, они начинают размножаться. Благодаря тому, что системность заложена, в общем-то, в этот единичный импульс. Так вот, когда я сказал о том, что вы должны обязательно контролировать закон, способ, так скажем, построения, на основе которого происходит ваше управление, то речь как раз например, в выражении в виде формы идет о том, что вы фактически строите внешнюю сферу событий, которыми вы управляете, если события сфокусированы, например, в центр сфер. В геометрии это выражается таким образом. То есть вы способ построения по определенным системным связям рассматриваете как внешнюю поверхность сферы, а управление при этом происходит внутри. Поэтому,
чтобы управлять внутри, вы, конечно, должны пройти хотя бы через одну из границ внешней сферы. И тогда получается, что эта точка соприкосновения вашего сознания с этой границей, она в первую очередь взаимодействует со всеми точками сферы, и вы управляете с учетом несущего закона. Так вот, задачей данной лекции является технологически, во-первых, проходить сознанием, когда вы строите импульс управления в виде сферы, через сферу, через как бы поверхность сферы управления, и проходить в центр этой сферы, где сфокусированы события, которым вы управляете. Например, это может быть норма здоровья у кого-либо или у себя, норма событий и так далее. И при всем при этом обратите внимание на ту практику, что когда вы практикуете, особенно это проявляется в группе, там видны совершенно статичные законы, которые вы сами, вообще говоря, сделали и можете сделать, не договариваясь, и выявлять таким образом следующий тип законов, следующего элемента реальности. То есть, например, если мы строим реальность, есть статичные законы, которые существуют всегда на уровне событий и на уровне логики, и при всем при этом логика, она такова, что логическое проявление действия – это есть проекция существующих законов как бы на уровень восприятия и на уровень тот, где сознание стыкуется с душой, где оно рождается. С этой формулой будьте повнимательнее ее изучить, то есть несколько раз прослушайте или выпишите. А когда, например, вы видите, что сознание проявлено в отдаленной области, то есть вы видите, что в мире существует некий объект реальности, то вы часто видите, как это строит Создатель. То есть здесь такой уровень сознания, когда вы думаете, что вы представляете, что вот где-то какой-то образ, который вы когда-то видели, но при этом есть некая особенность этого образа. Посмотрите внимательнее, это присутствие Создателя. Он строит этот образ или заново в вашей памяти, или он строит реально в физическом пространстве заново. Поэтому посмотрите, или в пространстве информации, посмотрите, каким образом Создатель строит образы, которые были у вас в прошлом. И таким образом, когда вы формируете внешнюю сферу, управления, так скажем, через которую вы проходите в центр, то эта внешняя сфера управления, она обязательно должна затрагивать уровень вашего мышления, но в центре данной сферы. Через импульс сознания. То есть импульс сознания проходит с такой высокой скоростью, что он как бы существует везде, и на сфере, и внутри сферы. Это специальная позиция управления. Скорость можно регулировать так, что процесс существует практически одновременно, но назвать это скоростью. И посмотреть, что происходит в управлении с точки зрения этой сферы. Более практично данная технология заключается в том, что с точки зрения просто практики, более практично, это значит приложение к практике, что управляя каким-либо элементом реальности, рассматривать несущую конструкцию с точки зрения организации своей связи. То есть рассматривать всегда на некой, бесконечной полуплоскости, идущей, например, вниз или в бок, куда угодно, и что в этой разреженной информативной полуплоскости существуют все законы, управляющие системой, которой вы занимаетесь. То есть, получается, вы выводите, даже если мы рассматриваем центр этой сферы, вы выводите формально события на некую плоскость, и вот эта вот плоскость, которая снизу, это то, что организовывает системно эти законы. Например, те законы, которые организовались, они начинают управлять ситуацией. И вы должны управлять еще несущей плоскостью. То есть задача по данной лекции научиться управлять не только событиями, что является необходимым, но и управлять, тем, что является достаточным, управлять системой связи и системой законов, которые формируют эти события. И поэтому вы должны здесь в качестве самостоятельной работы эти законы вывести во внешнюю сферу, через которую, проходя сознание, вы затрагиваете и познаете либо один статус этого закона, либо другой. Либо тактический, либо стратегический, либо, например, какой-то динамический, в виде скоростных процессов. То есть в результате данной лекции, те материалы, которые вы изучаете мои, вам нужно, обязательно
значит, использовать, так скажем, с приложением того, что вы уже знаете по данной лекции. То есть каждая следующая лекция – это добавление к уже известному уровню знания. И поэтому, когда вы управляете просто путем прямых технологий, это одно, а когда вы управляете, значит, при этом рассматривая, в чем вы управляете, и тот объем, вот, в котором вы управляете, как он управляется, это уже другое. Хотя общие техники управления, они универсальны, унифицированы, и вы можете распространить к управлению и внешними системами, но тем не менее, когда вы ставите так задачу, то ясно, что вы управляете, скажем так, более устойчиво. А для спасения надо вообще управлять задачей именно спасения, только абсолютно устойчиво. Поэтому задача абсолютно устойчивого или обязательного достижения результатов по спасению себя и всех, она такова, что это достигается после того, как вы фактически в многообразии управления всеми внешними системами выбираете ту точку, которая обязательно осуществляет ваш проект. А тогда получается, что импульс вашего, единичный импульс сознания может быть таким, что туда вложены все конструкции, которым вы научились. И именно такого состояния надо добиваться, когда уже на духовной основе этот импульс просто существует, вы просто входите в такое духовное состояние, и у вас осуществляется управление просто потому, что вы в таком состоянии просто находитесь. Это уже называется системой духовного управления. И каждый может это осваивать в тот момент, когда он делает управление, имеет какие-то духовные, например, ассоциации или состояния. Вот на этом данную лекцию я заканчиваю. В качестве практики проследите те дискретные элементы, которые я не рассказал, но которые могут быть очень длинными, если туда вставить слова. Но некоторые моменты между лекциями я сделал специально дискретными, и тут как бы где нет такой прямой непрерывности в изложении, но задача посмотреть со стороны и обнаружить систему связи, по каким законам функционирует эта связь, и вообще, в принципе, обнаружить желательно, как управлять, в том числе фундаментальными законами на уровне информации. Как управлять и этим уровнем информации. Это в качестве самостоятельной работы.